Добро пожаловать на наш канал, где мы исследуем уникальный мир философии, культуры и истории. Я Тимур Сунайт, и сегодня мы собираемся приобщиться к противоречивому и наводящему на размышления творчеству Освальда Шпенглера. Но кем на самом деле был Шпенглер и каковы его идеи? Шпенглер – немецкий философ и историк культуры. Его активная жизнь пришлась на первую половину 20 века. Он прославился своей культовой книгой «Закат Европы», которая потрясла основы традиционной западной мысли и бросила вызов идее исторического прогресса. Мой совет: если думаете, с чего начать чтение Шпенглера, то прочтите книгу «Прусачество и социализм». Это довольно-таки компактная работа, написанная Шпенглером сразу после Первой мировой войны в 1919 году, и в ней исследуются отношения между прусским милитаризмом и социализмом в Германии. Это хорошее введение в политические взгляды Шпенглера. «Человек и техника» — это тоже небольшая по объему работа, написанная Шпенглером в 1931 году, и в ней исследуется влияние технологий на человеческую цивилизацию. Это неплохой пример культурного пессимизма Шпенглера. Но что и говорить, «Закат Европы» — это самая известная работа Шпенглера. И там разворачивается наиболее полная глобальная картина его понимания мира. Шпенглер был убежден, что история — это не просто линейная последовательность событий, одно за другим. Человечество не существует в неком едином и целостном потоке истории. Скорее, существует не одна мировая история, а множество историй, множество культур. У каждой культуры есть свой уникальный дух. Этот дух определяет искусство, науку, политику, религию, формы социальной и экономической жизни и так далее. Шпенглер считал, что каждая культура имеет некоторую естественную продолжительность жизни. И в конечном итоге для каждой культуры однажды начнется период упадка, а затем и падения. Шпенглер выделяет 8 больших культур: египетская, индийская, вавилонская, китайская, византийская, арабская, культура майя, греко-римская и западноевропейская. Согласно Шпенглеру, все культуры являются уникальными выражениями человеческого духа. Каждая со своим собственным мировоззрением, ценностями и характером. Освальд Шпенглер сравнивает культуры с органическими существами, у которых есть жизненный цикл. Культуры рождаются, растут, созревают и в конце концов приходят в упадок и умирают. Цивилизации, с другой стороны, являются продуктом культурного цикла. Если провести параллель с живыми организмами, то цивилизация – это старость культуры, ее окостенение. Цивилизация возникает, когда культура достигает своего пика и выходит за свои первоначальные границы, завоевывая другие культуры и распространяя свое влияние вовне. Цивилизации характеризуются обширными империями, передовыми технологиями, сложными социальными структурами, но им не хватает органической жизнеспособности культур, какой-то вот жизненной силы культур. Цивилизация – это время больших городов, высокой производительности, мощного интеллекта, денег и детально разработанных законов. Цивилизация, по мнению Шпенглера, является последней стадией жизненного цикла культуры. Она также имеет естественный предел своей продолжительности жизни во времени. Каждая культура и цивилизация уникальны и не могут сравниваться с другими. Освальд Шпенглер отвергал идею прогресса и считал, что каждая культура имеет свою судьбу и должна оцениваться по своим собственным правилам. Он отверг идею универсальных ценностей, утверждая, что у каждой культуры есть свои ценности, которые нельзя применять к другим. Теория Шпенглера открыла новый глобальный ракурс философского и исторического мышления. Вообще, именно в 20 веке впервые культура оказалась в самом центре любой философии и любого значительного осмысления истории и жизни. Но, конечно, в теории Шпенглера есть и значительные противоречия.
есть очень спорные моменты. Например, если культуры имеют предопределенный жизненный цикл, значит ли это, что для них не существует возможности обновления? Или, например, согласно Шпенглеру, западная культура находится в фазе цивилизации и заката. Отсюда и знаменитое название шпенглеровской работы «Закат Европы». Строго-то говоря, сочинение Шпенглера называется «Der Untergang des Abendlandes». В немецком языке понятие «запад», «западная культура», «западная цивилизация» обозначаются не только словом «west», привычным словом, да? Например, «westliche Kultur», западная культура, но и довольно поэтичным словом «Abendland». А значит, у Шпенглера речь идет не о Европе, которая ограничивалась бы странами Западной Европы. Речь идет о Западе как о современной культуре и цивилизации общемирового охвата. Шпенглер видел в западной цивилизации крайне парадоксальное явление. Все другие культуры, как бы они ни распространялись, абсолютно непроницаемы. Люди одной большой культуры не способны ни понять, ни по-настоящему проникнуть в ментальность другой культуры. Это возможно сделать только на самом поверхностном уровне. Но к существу другой культуры прикоснуться практически невозможно. Все большие культуры имеют свою внутреннюю логику, свою судьбу и замкнуты в себе, как вот такие огромные ментальные пузыри. И только одна культура обладает уникальной способностью до конца осознать и понять все другие культуры. Как бы просветить их рентгеновским лучом. И древние, и существующие культуры в наше время. И это способна делать только западная культура. Начиная примерно с эпохи Просвещения 18 века, западная культура стала переходить в стадию цивилизации, в стадию своего постепенного заката и одновременно общепланетарного господства. Шпенглер использовал термин «фаустовская цивилизация» для описания западной цивилизации, которая, по его мнению, характеризуется беспокойным, динамичным и устремленным вперед духом, подобным духу гетовского персонажа Фауста. Шпенглер утверждал, что этот дух привел западную культуру к большим достижениям. При этом, несмотря на свой закат, цивилизация может существовать на протяжении сотен лет. Способна ли цивилизация пережить обновление? Может ли культура обновиться? Шпенглера критиковали за то, что он не учитывал, что западная культура как минимум несколько раз уже переживала полное обновление. Спор между культурным пессимизмом и культурным оптимизмом продолжается. И, скорее всего, его разрешение лежит в области практических действий в истории, которая, судя по всему, продолжается. Как раз с точки зрения политической практики творчество Шпенглера часто подвергается критике. Одни говорят, что идеи Шпенглера были связаны с крайне правыми политическими движениями, особенно в Европе. В советские времена так вообще было принято утверждать, что его работы содержат элементы фашизма и расизма. Есть аргументы и в пользу того, что идеи Шпенглера проложили путь к постмодернизму. Друзья, это, конечно, предвзятые утверждения, но Шпенглер явно не безошибочный учитель, и его творчество очень уместно переосмыслять в свете современных проблем. Европейская культурная идентичность, борьба с авторитаризмом, с диктаторскими силами, вопрос о нашем будущем, о жестокой войне и будущем торжестве гуманности. Через все эти темы можно осмыслять Шпенглера. Ну что же, друзья, идеи Шпенглера одновременно соблазнительны и тревожны. С одной стороны, он представляет великое, широкое видение истории, которое придает смысл и цель человеческому существованию. С другой стороны, его пессимизм в отношении судьбы западной цивилизации может вызвать глубокую тревогу. А его вера в то, что будущее предопределено, может рассматриваться как фатализм. Но Франсуа Гизо говорил: мир принадлежит оптимистам, пессимисты всего лишь зрители. Пишите в комментариях, согласны ли вы с этим мнением.
Спасибо за просмотр и до новых встреч!